Ребят, всем привет! Ну вот и настал тот день, когда я смогу первый раз в своей жизни запустить дрон. Именно с сегодняшнего дня я начну учиться управлению своим дроном. Ну а для начала давайте проверим, все ли заряжено. Пульт заряжен, это обязательно. И все лампочки горят, все аккумуляторы заряжены. Сейчас я дождусь, когда полностью зарядится телефон, там осталось 30%. И мы поедем на безопасное место, где нет зданий, где нет проводов. И там первый раз будем с вами взлетать. Погнали! Итак, ребят, прибыл я на безопасное место. Вот посмотрите. Вокруг природа, чистоган, ни столбов, ни зданий. Ну, правда, есть тут небольшие такие места. Ну, вот, например, общежитие, кладбище. Там тоже для домашних животных кладбище. Накинул я тут покрывало. Сейчас мы будем собирать, приготавливать, вернее, дрон. Нашел вот такой коврик. Вот, видите, резиновый. Вроде как с машины. Типа нельзя, не рекомендуют. Вот. То есть, ну, начнем как бы придерживаться советов профессионалов. Вот. Как они советуют, как они говорят правильно делать. То есть, начнем с самого такого. А уже потом, то есть, и с руки запускать там и по-всякому. Но это будет уже потом. Так что, давайте начнем. Открываем кейс. Достаем один аккум. Достаем пульт. Достаем дрон. Раскладываем лопасти. Или лучи, как их правильно называют. Снимаем крышку защитную. Так, дрон пока все готов. Дальше. Раскладываем вот эти лапки, ножки, как их там правильно сказать. Достаем телефон. Вот эту штуку. Вставляем сюда. Так. Так вот, да, вот. Забыл, ребят, забыл. Представляете, опять забыл. Нам нужно достать вот эти рычажки. Один. И второй. И уже потом крепим телефон. Дальше. Антенки. Вроде как бы все готово. Так, ребят. Сейчас нам надо включить пульт. Включить телефон. Включить приложение. И чтобы они законнектили. То есть делаем так. Раз. Два. Появился такой сигнал. Все, заморгали лампочки. Дальше у нас подключить дрон написано. Подключаем. Так, ну давайте тогда дрон включим. Так, тоже появился звук. Дрон включился. Выбрать модель дрона. Разложить задние лучи, там все дела. Так, все, вот появилась картинка. Ставим его на взлетную площадку. Так, GPS нет, осторожно взлетайте. Еще горит красным. Конечно, я еще пока не знаю, как делается. Тут захват экрана, там все дела. Но все это я узнаю. Взлет разрешен. Так, спутники. Вон показано 16. Ну, я не знаю, GPS там что это такое. Вернее, не GPS, а RC там. Так, ну это я еще не знаю. Карта, память 3.28.28. Так, 1080 на 60. Вот, кнопка домой, режим, взлет разрешен. Ладно, сейчас продолжим. Ребят, вот смотрите. То есть, прежде чем я взлечу, то есть я
все-таки решил все прочитать, все реально там посмотреть, настроить, потому что я помню, я смотрел видео больше месяца назад, вот, там, ну, типа, надо компас калибровать, там еще что-то, ну, то есть, вот сейчас делает он подсказки, то есть, руководство для начинающих, около 10 минут, вот написано: взлетайте на открытом пространстве без людей, не летайте вблизи больших скоплений людей, будьте осторожны. Перед полетом убедитесь, что уровень заряда дрона и пульта выше 40%. Так, здесь пропустить и начать предполетную проверку. Ну, давайте. Так, значит, убедитесь, что пропеллеры установлены корректно. Убедитесь, что дрон повернут задней стороной к вам. Да, дрон повернут задней стороной к нам. Проверка пульта, то есть антенки. Тут показан рисунок, то есть антенки разложены вот так, если это когда дрон сверху. То есть держать его нужно так, и значит вот так. То есть как бы вот, правильно. То есть вы дрон держим вот так, то есть, ну, типа правильно. И чтобы они не соприкасались, то есть тоже рисунок показан. Начните автоматическую проверку. Нажимаем. Нажмите текст внизу для просмотра результатов диагностики дрона. Я тогда настраивал, ну, первый ролик записывал, я после этого, вот после ролика, я как бы чуть-чуть тут полазил, понастраивал. И потом смотрел ролики, ну, других ребят, то есть они там как бы в этих видео подсказывали, в этих видео, что как сделать. И вот я примерно так сделал, то есть максимальная высота 300 метров, максимальное расстояние без ограничений, высота автоматического возврата домой 100 метров. То есть, как бы они советуют, когда потеря сигнала, вот, батареи мало остается, то есть он взлетает на 100 метров, то есть, ну, выше всех столбов, выше всех зданий и спокойно возвращается домой. Значит, компас будем калибровать. То есть нажимаем начать. То есть покрутите дрон на 360 градусов. Крутим. Так, теперь переворачиваем, делаем ее так, как показано на рисунке. Все, появилась галочка. Компас и вот это МЮ нужно калибровать, как они рекомендуют, постоянно на каждой локации. То есть приехали вы в одно место, откалибровали, приехали в другое место, откалибровали. То есть надо постоянно. Возврат домой. То есть если вы на этом месте находитесь и никуда не собираетесь там уходить, переезжать там или все такое, то есть кнопка возврат домой. Но если вы двигаетесь, ну, то есть, например, дрон у вас полетел, и вы за ним двигаетесь, тогда лучше там зависание, ну, другую какую-нибудь выбрать. То есть вот как здесь показано. Вот экстренные остановки пропеллеров, то есть рычажки сводятся вовнутрь, сюда. И экстренный случай, то есть наоборот, изнутри сюда. Более-менее кое-что понятно. Давайте попробуем. Только что-то я до сих пор никак не пойму, как он заводится, как он... Блин, вообще пипец. Какие комбинации нужны. О, завелся. То есть вот сюда. Вот так. Изнутря. Дальше пробуем. Газу. Так, поднялся. Этим пальцем сюда, к нам. Так. Этим вперед. Угу. Это поворачивать. Ротатор. Крутим на месте. Так. А это значит сюда. Туда. И садимся. Если получится, конечно, ребят. Ура! Получилось! Попробовал первый раз сам. То есть не могу включить ее и все. Думаю, да что такое? И так, и сяк. Не могу найти комбинации. Давай лазить там в пульту. Думаю, где там может быть подсказки. Там есть две подсказки. Экстренные, и, ну, то есть выключение пропеллеров. И экстренная там остановка. Вот, попробовал, нажал, раз вроде завелся, получилось. Но я сразу как бы начал вот так лево-право, и он резко нажал ее, и он резко сел. То есть дотронулся до травы. То есть вот сюда вот он сел на угол. Вот. И дотронулся до травы. И сразу отключился. Вот. И уже второй раз я уже вам показывал. То есть уже более-менее как-то. Но это, конечно, без видео, без ничего. Сейчас мы попробуем взлететь, включить видео. Ну и поснимать
чутка, что получится. Так что давайте, погнали. Блин, адреналин, конечно, прям играет. То есть, когда он вот сейчас до травы дотронулся, у меня аж сердце, я думал, все, сейчас остановится. Думал, все, сейчас отлетят все эти лопасти и вся фигня эта. Жуть, одним словом. Ладно, поехали. Ребят, ну что, в путь. Нажимаем. И пробуем заводить. Заводим. Завелся, ребята. Так, ну чё, газу. Давайте чуть ниже. Блин, ребят, смотрите, ястреб летает. Видите? Как бы он не схватил нашего дрони. Так, что-то я за ястреба переживаю. Куда он делся? Улетел куда-то. Так что смотри, а то тебя сейчас ястреб схватит. Потому что я видел, раз видео показывали, что ястреб напал вот на маленький дрон такой. Ребят, вот еще надо всему этому учиться. Чувствовать эти джойстики, то есть тут тоже так же нажимаешь, нет, потом раз резко, он чик полетел. То есть, ну, все вот эти вот тонкости, как бы, все вот к этому нужно приучаться. Первый раз, конечно, это ничего не получится, это нужно, ну, нормальное время, чтобы прошло, чтобы научиться. Ну, тут надо потренироваться, чтобы реально научиться снимать реальные кадры, реальные там снимки и все такое. Я думаю, на первый раз у нас получилось. Все-таки разобрался я. Блин, долго я, конечно, все это пытался понять. Но учиться, еще раз учиться, как завещал великий Ленин. Итак, ребят, вот пульт разрядился. Все три батарейки разрядились. И на каждой, то есть батарейка разряжается, вот такой сигнал. Аккумулятор, ну я имею в виду на дроне, на самом. Если пульт разряжается, то есть вот лампочка последняя мигает, и вот на дисплее показано низкий заряд пульта, немедленно зарядите его. О каждом действии, ну, то есть важном, сразу предупреждает, короче говоря. Вот так. Ну а на сегодня все, ребят. Увидимся в следующем видео. Всем удачи. Пока.